Если вы думаете, что Турция это дешевый рай, где все идеально, я вас немного удивлю. Я живу уже здесь больше 3 лет, и за это время я уже увидела совсем другую сторону этой жизни. Сегодня я честно расскажу, стоит ли ехать сюда сейчас отдыхать или переезжать. Без красивой картинки, просто как есть. Когда я сюда переехала, я думала все иначе. За последние 3 года Турция очень подорожала. Первое – это цены на жилье, на коммуналку. Продукты выросли, туристов стало больше, и это не всегда плюс. Когда мы только переехали сюда, все казалось иначе. Сейчас совсем по-другому. Иногда я скучаю по тем ощущениям, которые испытывала при первом переезде. То есть только когда мы сюда переехали, я ощущала совсем другое. Но при этом есть вещи, которые остаются неизменными. Это море, это климат, это простор, который я ощущаю ежедневно. Самое главное – это не цены. Самое главное – это внутреннее ощущение. Жить в другой стране, друзья, это всегда про адаптацию, про принятие, про ответственность. Например, я с детьми постоянно целыми днями нахожусь в чужой стране. Нет бабушек, нет каких-то родных рядом, где можно оставить детей и пойти по своим делам или как-то просто отдыхать постоянно, у моря находиться. Да, эмоционально, конечно, жить у моря – это хорошо. Это испытываешь постоянные чувства насыщения, уединения с природой. За эти 3 года, наверное, я сама тоже очень сильно изменилась, стала более ответственной и более спокойной. Сейчас я хожу по набережной после дождика, море идеальное, тепло, и на душе действительно спокойно. Например, медицина. Об этом редко думают, когда переезжают в Турцию или летят в отпуск. А зря. Если вы турист, вы платите за прием. Цены зависят от клиники. Если есть ВНЖ, оформляется страховка, и часть услуг уже оплачивает она. Если вы работаете, то вам оформляется СГК. Это уже другое дело. Это государственная страховка, которая как раз-таки покрывает услуги в государственных клиниках. Есть также частные клиники, как раз в которых сейчас я нахожусь. Как раз-таки я раньше с ребенком постоянно ходила в государственную клинику, и мы сидели в очереди очень долгое время, а сейчас я пользуюсь специальной такой частной страховкой, которая покрывает мне уже многие услуги, где не нужно ждать, сидеть в очередях, и здесь даже есть переводчики. Да, тут тоже могут с ВНЖ люди прийти и попользоваться услугами, но это уже дороже, но быстрее. Например, когда мы только приехали сюда, в Турцию, мы не имели ни страховки, ни ВНЖ, ничего. И любой прием был платным и дорогим, даже в государственной клинике. Но потом, когда мы сделали ВНЖ, сделали СГК, государственную страховку, я начала ходить с ребенком на прием и сама тоже, но там было очень долгое ожидание. Сейчас, например, мне сделали очень много процедур, услуг бесплатно, но страховку мы, конечно, приобрели по работе мужа. Так что это все нужно, конечно же, учитывать. Вот такая реальность жизни здесь. Это не картинка, это обычные будни. И когда выбираешь страну для отдыха или жизни, нужно учитывать все, не только море. И, друзья, вчера мы разговаривали о жизни в Турции в целом. Ну, а сегодня я покажу, с чем сталкиваемся мы каждый день. Это, друзья, цены и продукты. Да, море это красиво, но вот это вот на ежедневной основе. И жить приходится в реальности. Я и сама иногда удивляюсь, насколько цены ежедневно на продукты поднимаются.
Когда мы только переехали, мне кажется, цены были даже, наверное, раза в 10 дешевле. Ну, например, курица была вообще 30 лир, и сейчас она стоит в районе скольки? Ну ладно, не 10, пусть даже в 5. Но точно в 5 раз подорожала примерно. Ну, это я вот ножки, например, голень имею в виду. Я когда переехали, думала, вау, такая экономия. Сейчас, конечно, я думаю по-другому. Вот, например, обычные помидоры стоят 99 лир. За килограмм написано. Но, естественно, раньше это было намного дешевле. Мясо сейчас стоит за 400 грамм 269 лир. Это говядина. Кушбаши и все это тоже. То есть это такие как бы мякоть чисто. Фарш стоит 259. Это из гара кофте дана. То есть это тоже эти котлетки. Вот эти вот 249 лир. Всего лишь 400 грамм. Молочные продукты, например, айран даже. Я помню, он стоил лира 50. Вот такой вот айранчик. Теперь 9. Ну и, конечно же, молочка вся подорожала. Молоко сейчас стоит 46, а это шоколадное 53 лира. 46 лир литр молока. Кефир 1 литр стоит 72 лиры. Это литр кефира. Ну и если получше, то 99 лир другой фирмы. Йогурт, например, маленький йогурт 500 грамм, сейчас 33 лиры. Хотя мы раньше вот такой вот большой 1,5-килограммовый за эту цену покупали. Сейчас 1,5-килограммовый стоит 89 лир. Также вот, например, сливочное масло килограмм стоит 499 лир. Хотя буквально недавно за 295 покупала. Помните, наверное, рассказывала, ходила. Про импортные продукты я вообще молчу. Раньше, например, я оливковое масло брала всегда вот такое, Камиле. Оно по 325. Сейчас я все же иногда вот беру другой фирмы, которые подешевле немножко. То есть учитываю цены, сравниваю. И если как бы по составу и хорошее оливковое масло, конечно же, я возьму немного подешевле. Раньше, например, если я не задумываюсь, все брала в корзину. Сейчас, конечно же, я слежу за ценами и беру внимательно. И ценник потом, то есть на кассе чек получается такой нормальный, если особенно не смотреть на цены и брать все подряд. С ребенком так это вообще жить как бы в любом случае вдвойне, втройне тяжелее, так как им нужны витамины. Например, ты можешь еще что-то не съесть, а ребенку это надо обязательно. Вот. И питание должно быть такое хорошее, поэтому отказывать в чем-то тяжело, особенно если есть дети. Да, сейчас часто отказываемся от сладкого, да, я детей приучаю, что сладкое это не совсем хорошо. Вот. Ну и как бы это не так полезно, поэтому иногда, конечно, тоже надо. Без сладкого жить вообще как бы невозможно. Вот, но от некоторых продуктов, в принципе, можно уже отказаться. В общем, с ребенком такие вещи заметнее вдвойне. На рынке иногда выгоднее покупать, но нужно сравнивать цены, потому что у некоторых, например, цена одна за тот же продукт, за тот же овощ или фрукт, а у других совсем другая. Вообще на рынке мне, конечно, очень нравится гулять, только я очень редко это делаю, потому что заботы, быт, дети постоянно меня отвлекают от рынка. Турки очень хорошо относятся к людям на рынке и вообще уже выучили русский язык, и поэтому с ними даже объясняться легче, чем в магазинах. Да и по качеству, мне кажется, в магазинах все-таки качество немножко ниже. Просто продукты везутся дольше, они там в магазинах, в холодильниках стоят по несколько дней. То есть витамины, конечно же, витаминов меньше в магазинах, чем вот такие вот фрукты, которые привозят на рынок сами же люди, которые это все выращивают.
Также есть такие магазинчики, да, если ты, например, забыл на рынок сходить, их по несколько штук на одну улицу даже может быть. Это Манаф называется. И у них тоже, в принципе, все свежее, но по цене немножко может быть отличие. Может быть дороже. Вот, например, закупка на пару дней, да. Ну, не буду все показывать, просто вот сейчас немножко чек разберем с вами, пару вещей. И вот сколько выходит. Например, вот я купила на 1197 мяса и вот такие вот ягодки. Да, фрукты всегда нужны. Мясо, например, 1106 лир, килограмм 100 здесь. За килограмм 989 написано. Это 1780 в рублях, но это филейная часть. Обычно без кости продают всегда в Турции. Здесь бутыти написано, то есть ляжка. Курица, обычно мы ее покупаем в лавке, где продают молоко. Смотрите, килограмм получается 190 лир курицы. Там же мне делают фарш. И в рублях это где-то за килограмм куриной грудки, то есть здесь только филе, 350 рублей. Ну и давайте из всего списка выделим бананы за 94,90 килограмм. Это примерно 170 рублей, но это тоже, в принципе, недешево. Вот поэтому я и говорю, в принципе, сейчас Турция уже это не дешевая страна, да, если сравнивать, тем более, что было раньше. Но и лира, конечно, упала, если сравнивать. Раньше она, вот недавно буквально было 4 рубля за 1 лиру, сейчас 1,8. В принципе, я уже к этим ценам как будто бы привыкла. И вот буквально в России была в августе прошлого года. Я уже даже к рублю меньше привыкла, чем к лире. То есть я все там в лиры переводила примерно. Так, сколько это будет? Мне показалось, конечно, что там много дешевле стоит. Ну, конечно, по фруктам, если в зиме брать время, то здесь дешевле. Но все же это не прям вот прям дешево-дешево. Поэтому я и говорю, что жизнь Турции – это не красивые виды, это не только красивые виды, это заботы, счета, дом, быт, расходы. Но при этом есть то, что меня держит все-таки здесь, удерживает. Это все в целом. Люди, насколько здесь люди контактные, улыбчивые. Да, язык тяжело учить многим, особенно русскоговорящим. Но мы, например, татары, и нам этот язык близок. Традиции очень близки. Например, сейчас Ураза, да, это пост. У меня даже муж сейчас держит пост, потому что это и наши тоже традиции, наши бабушки, дедушки все точно так же делали, как и здесь. То есть вот это вот даже то, что имам читает, да, и вот это вот все мне очень-очень близко. Природа сама по себе очень классная, да, климат моря тоже. И продукты, то, что все выращивается прямо здесь, не привезенное. Для меня это очень-очень сильно важно, поверьте. И я много раз рассказывала, почему именно мы переехали. Вы можете пересматривать другие ролики, которые я снимала первое время. У меня уже каналу, кстати, 3 года. Да, 3 года я уже с вами веду этот канал. Там очень много интересного. Проходите вот на другие ролики. Да, когда живешь в другой стране, ты понимаешь, что без стабильности, конечно, бывает очень тяжело. Например, когда мы только переезжали, да, было очень на примере много ситуаций, когда люди, например, у людей не было работы. Без работы, хотя бы если один не работает и не зарабатывает, в Турции, поверьте, делать нечего. Некоторые теряют работу. Я это сама лично видела. Мне даже подписчики писали, да, которые сюда на работу приезжали и писали, что их вот, ну, как бы они потеряли работу, и что дальше, и как они хотят вернуться сюда обратно. Тоже очень много кто писал. Поэтому я всегда ищу подстраховку. Всегда у меня вот в планах, что нужен какой-то всегда дополнительный доход. И поэтому у меня есть формат удаленного заработка.
который мне дает вот это вот как раз-таки спокойствие, подстраховку, какую-то, не знаю, надежду на будущее, что я буду смело как бы жить там, где я хочу. Да, я уже зарабатываю, но я хочу развивать это до такой степени развить, что даже у меня, чтобы даже у нас не было привязки даже к месту жительства. Можно было жить там, где хочется, понимаете? Когда ты живешь в солнечной стране, хочется наслаждаться, а не вот всегда вот так вот переживать о завтрашнем дне. Я, наверное, буду заканчивать этот ролик. Рассказала все, что могла, все, что ощущала. Очень хотелось поделиться. Всех люблю, всех целую, как всегда. Будьте на позитиве, будьте счастливы. Мирного неба всем над головой. Всех люблю, всем пока.